Здравствуйте, друзья! Я рада видеть вас на моем канале. С вами снова вопросы и ответы. Вы спрашиваете, я отвечаю. Говорим мы здесь буквально обо всем. И первая тема сегодня – это такое заявление, или, как я люблю говорить, манифест для девушек и женщин, которые сейчас в активной фазе борьбы за отношениями. Знаете, таких писем мне на почту приходит всегда много, а сейчас больше, чем прежде. Вероятно, сказываются какие-то общие воинственные настроения, которые присутствуют сейчас у многих, к сожалению. А письма вот такого содержания. А стоит ли мне бороться за отношения? Именно такой глагол используется – бороться за отношения. Иногда в более мягкой форме это звучит. Стоит ли мне работать над отношениями? Ну, а прежде, конечно, идет предыстория о том, как любовные отношения завязались, но почему-то не развиваются или развиваются не по нужному сценарию, не по благоприятному, не по тому, который хочет зрительница, читательница, девушка, женщина. Вот. И поэтому мой первый спич, мое первое выступление, конечно же, для всех, кто активно что-то лепит, что-то делает, деформирует пространство своими усилиями. Но пока о личных отношениях я действительно говорю. Итак, стоит ли работать над отношениями любовными и стоит ли за них бороться? Сейчас рассказ, конечно, для всех, хотя могут быть очень индивидуальные случаи. Вспомните притчу о лягушке. Ее часто используют, употребляют где надо и не надо. Ее все знают. Но я расскажу, напомню. Однажды лягушка упала случайно в кувшин, достаточно глубокий, кувшин со сметаной. И должна была неизбежно там утонуть. Ну, лягушки не умеют плавать, они дышат воздухом, да, они же не рыбы. Вот, выбраться она по стенкам не могла, отвесные стенки, кувшин глубокий. И у лягушки было два варианта развития событий. Вот. Либо сложить лапки и согласиться с судьбой, смириться и утонуть, либо как-то бороться. Она выбрала второй случай, второй вариант, да, и стала бить изо всех сил лапками. Била. Выпрыгнуть она из кувшина так и не смогла. И по стеночкам она все равно не выбралась, эта лягушка. Но случилось нечто другое, для лягушки не менее благоприятное. Она била лапками и из сметаны сбила кусочек масла. И уже от этого масла она оттолкнулась и выпрыгнула из этого кувшина. Мы, ура, все рады за эту лягушку. Все эту притчу, всю эту историю прекрасно знают. Это такой жизнеутверждающий, универсальный принцип, наверное, который мы слушаем, которым мы руководствуемся, кто-то его игнорирует, но в основном мы все знаем, что чтобы в жизни что-то удалось, чтобы выпрыгнуть куда-то на новый уровень или откуда-то спастись, нужно прилагать усилия. И сейчас мы вот эту историю с храброй лягушкой наложим на ваш роман, который сейчас почему-то неблагополучный. Может быть, вы расстались или топчетесь на месте, не можете договориться. И вот что у нас получается. Все обращают внимание на экшен какой-то в этой сказке, на то, что вот лягушка била лапками, а могла бы не бить. Но мало кто обращает внимание на тот факт, что лягушка-то упала в весьма благоприятную среду. Сметана, это ресурс, это потенциально хорошая вещь, из которой действительно можно много сделать. Если бы она, может, и дальше подождала бы и била бы лапками, она бы там еще что-то сбила, не только масло, сыр, может, какой-нибудь. Вот. А понимаете, да, принципиально важно, куда попала эта лягушка, именно в сметану. Если бы, представьте, лягушка попала не в такую благоприятную ресурсную среду, если бы она упала в помои. Вот интересно. Мне кажется, параллельно должна существовать такая притча, да? Лягушка упала в кувшин с помоями, била лапками, и ничего не взбила, ничего у нее не получилось. Вот. Понимаете, да? Вот на это обращайте внимание. Упала лягушка, это в сметану. И точно так же ваша работа
над отношениями или ваша борьба над отношениями. Это даст результаты, это обязательно даст результаты. Я вас благословляю на это дело, и двумя руками я тоже за вас. Но вы должны понимать, что вы находитесь в благоприятной среде. То есть вы должны понимать, что вам есть что взбивать. И вы должны различать, в чем именно вы лапками своими барахтаетесь, понимаете, активными. Вот это очень важно, потому что есть ведь... Ну хорошо, я там кувшин с помоями привела в пример. А есть еще болото. Вы знаете, что вот если падаешь в болото вдруг, не дай бог, да, то бить лапками ни в коем случае нельзя, потому что болото это не есть жидкость, это смесь взвешенных частиц, закон Архимеда там не действует. И сколько ни бей, тебя не вытолкнет наружу, ты будешь только сильнее погружаться, понимаете? Ну, можете такую аналогию провести. То есть сметана под вами, либо болото. Вот. И для этого, если вы сейчас вот активно боретесь за отношения или принимаете решение за них бороться, там, вот, очень честно попробуйте себе ответить, в сметане вы или в болоте. Вот в сметане или в болоте. И как можно это... Ну, то есть вы таким образом судьбу свою предрешите, предскажете, да? Может, сможете догадаться, взобьете вы масло и выберетесь во что-то хорошее, либо вы только затянет вас, и вы испачкаетесь так, что на всю жизнь в этой истории. Ну, какие советы? Как разобраться, сметана под вами или болото? В первую очередь смотрите на личность мужчины, молодого человека, за которого вы планируете побиться, или за будущее, с которым вы планируете побиться. Понимаете, я всегда говорю, и девушкам, и на личных тоже консультациях всегда говорю, что не так важно, как мужчина к вам относится, как ни странно, да, не так это важно, там, любит, не любит, ценит, не ценит, там, соперница, изменяет, это все второстепенно важно, но все равно на втором месте. Первое, самое главное, на что обращайте внимание? Сметана или болото? На что обращайте внимание? Это, конечно, личность вашего избранника. Личность вашего избранника. То есть это должен быть человек, ну, добродетельный, по крайней мере, не в каком-то идеальном общемировом планетарном масштабе, да, это не герой, не Че Гевара, пускай, ладно, хотя лучше бы, пусть и он, да. Но он должен быть хорошим человеком с какой-то среднестатистической точки зрения, понимаете, да? Он должен быть воспитанный и культурный, он должен быть добрый, он должен уметь владеть своими эмоциями, у него должны быть хорошие отношения с собой, с миром и с окружающими. Он должен быть не алчный, не стяжающий, ну и так далее. Знаете, мне кажется, здесь это все тоже будет очень избитый список добродетелей общепринятых. Я не буду здесь перечислять. Понимаете, вот это первый будет индикатор того, что вы в сметане, если хороший человек, если вы точно можете сказать, что это хороший человек. Это будет первый индикатор, и тогда да. Я первая вам скажу, работайте над отношениями, вам повезло, рядом с вами сильно хороший человек, работайте, делайте все, что сможете, вполне возможно, вы это масло собьете. Гарантий никаких нет, но возможно. И вы поборетесь за отношения, поработаете над ними. Ну тут мы с вами, само тело работает, то есть как работать над отношениями, это же тоже история для целой лекции. Тут на 1,5 часа, да, мы можем обсуждать, что значит работать над отношениями. Сейчас вообще про это не говорим. Я только вот на старте прошу вас оценить, сметана или болото, да, куда вас это может привести. И вот мне кажется в этой связи, что женщины здесь находятся в более выгодной позиции, чем мужчина. Почему? Вот женщина, даже будучи ослепленной любовью, прям страстью, говорит мне, в частности, вот так люблю, там, жить не могу, все готова отдать, чтобы быть с этим человеком, а про него самого, про этого человека, все-таки при всей вот этой вот влюбленности, говорит, ну, он вообще-то такой жадноватый, трусоватый, там, в общем, недалекий, в общем, вот так. То есть вот женщина, даже ослепленная страстью,
умеют оценить объективно мужчину, не забывают, не отвлекаются от того, чего он стоит на самом деле. Вот мужчины здесь в менее выгодной позиции, потому что мужчины, вот у них страсть, вот эта физическая, всегда настолько всеобъемлющая, она настолько какая-то слепящая. Когда мужчина влюблен, он женщину идеализирует, ну до смешного. Вы наверняка же встречали каких-нибудь, может, у вас родственник такой есть или какой-нибудь коллега на работе, который рядом имеет женщину, скажем так, посредственную, да, средненькую, но восхваляет и воспевает, он в нее влюблен, и он приписывает ей качества, которые другие не замечают. Она и умная, и самая красивая, и самая... То есть мужчинам вот труднее объективно женщину оценить, кто ему, фея или ведьма, досталась рядом. Но мы сейчас про женщин. Поэтому это первый вопрос. Вот. Оцените, что за человек с вами, и тогда, если объективно вот говорите, да, это хороший человек, не только вы, может быть, так и ваши друзья или там, его друзья его так оценивают, тогда можно побороться, тогда может быть что-то. Ну и второе, это то, что я вас попросила сразу отодвинуть на второе место, это то, как мужчина к вам относится. Это правда, пусть это будет так, останется на втором месте, но вы на это обратите внимание. В каком случае? Если мужчина к вам, ну, просто хорошо относится, немножко ценит и уважает, пускай, да, или немножко обращает на вас внимание, или даже настроен к вам нейтрально. Вот в этой среде, это сметана, вот в этой среде можно лапками бить, и вполне возможно, что вы чего-то добьетесь, убедите его обратить на вас больше внимания, и, возможно, вы будете вместе. Но, а где болото-то? А болото, если мужчина еще или уже, тут там разные могут быть ситуации, либо вы уже встречались, либо только планируете. Если мужчина плохо к вам относится, по разным причинам, заслужили вы этого или нет, чаще всего действительно заслужили. Болото там, где мужчина обижен, ощущает себя отверженным, непризнанным, ощущает себя непобедителем, стыдится себя, естественно, в первую очередь, возможно, зол на вас, да, зол это в первую очередь, мужчины могут быть очень злыми, вот, тогда это болото. Тоже надо это понимать, вот тогда это болото. Тут не надо ничего взбивать, потому что вас засосет, и вы действительно только испачкаетесь. И наживете себе каких-то моральных травм. Вот. Поэтому вот так. Я, резюмируя эту долгую историю на целых 13 минут, я подведу итог. Пожалуйста, боритесь за отношения или работайте над отношениями. Как это делать? Я, может быть, по пунктам расскажу в какой-то о своей другой программе, но вы тоже знаете, но может классификацию какую-нибудь ведем. Вот. Но только если можно рассчитывать на какой-то положительный результат, если вы в сметане. И первое, это должен быть хороший человек. И второе, этот самый хороший человек должен нормально к вам относиться. Он не должен быть на вас злым или обиженным. Ни в коем случае. Потому что в таких критических ситуациях, когда мужчина зол или обижен, тоже можно на самом деле работать, и тоже над отношениями, тоже можно это спасать, но это совсем специфическая история. Под силу она немногим, тоже, может быть, когда-нибудь мы с вами это обсудим. А я беру в руки карты и отвечаю на вопросы. Вопросы сегодня есть интересные. Спасибо большое, кстати, что вы пишете комментарии ко всем моим видео. И спасибо вам за ваши вопросы, потому что они помогают мне не только продолжать мою рубрику и записывать новые видео, они мне помогают еще умнеть, мудреть, потому что я читаю ваши вопросы, думаю, задумываюсь о чем-то, что-то для себя, делаю какие-то выводы, узнаю, прозреваю, можно так сказать. Итак, Dream пишет: спасибо за ваши расклады. Ваша рубрика «Вопрос-ответ» просто огонь.
всегда с интересом ее слушаю. В связи с этим у меня вопрос. Надеюсь, вы его прочитаете. Будем ли мы вместе с человеком, с которым недавно расстались из-за денег? Продолжатся ли наши многолетние отношения? Ну, Dream не уточняет, что это за отношения, и как долго они продолжаются, и как долго она хочет, чтобы продолжались эти отношения. А вообще, чем отличается этот вопрос от десятка других, например, подобных? Тем, что автор совершенно честно это оценивает и признается нам. Расстались из-за денег, понимаете, расстались из-за денег. На самом деле очень многие отношения любовные портятся из-за денег и прекращаются из-за денег. Но по традиции мало кто в этом признается. Вы знаете, женщины очень склонны закрывать глаза на вот эту вот именно денежную материальную составляющую, на денежный материальный интерес, с чьей бы стороны он ни был. Если женщина пользуется материальными благами от мужчины, она тоже почему-то как-то замалчивает в вопросах, задает вопросы картам, но как-то замалчивает этот. И тем более замалчивает, если наоборот мужчина живет за ее счет. Почему-то женщины вот кладут очень в разные корзиночки любовь и деньги, очень-очень в разные. И как будто бы не видят пересечений. На самом деле, я думаю, видят, но намеренно себе в этом не признается. А здесь у нас автор пишет, да, расстались из-за денег. Ну что сказать, тяжелый случай. А вообще расставание из-за денег самые тяжелые. И вообще ссоры из-за денег самые тяжелые. И последствия для доверия между двумя людьми из-за ссор, связанных с деньгами, понимаете, самые тяжелые, потому что когда мы говорим, что такое доверие, да, вот этому человеку я доверяю, а этому человеку я не доверяю. Но это так растяжимо, это все так расплывчато, это все так как-то запутанно и сложно, да. А что именно ты ему не доверяешь? Вот докуда ты ему доверяешь, например, проводить тебя до дома с корпоратива, ты доверяешь этому человеку? А вот, например, ну что там? Ну, в общем, а все остальное не доверяешь. То есть где эта граница? Что именно доверять? Универсальный критерий, универсальная валюта для измерения доверия между людьми – это опять те же деньги. Видите, как мы по-разному деньги используем. Есть доверие, это значит, ты человеку доверяешь свои деньги. Нет доверия, значит, ты человеку не доверяешь свои деньги. Понимаете? Больше ничего, никаких объективных критериев для доверия нету. То есть вот у вас любого человека поставьте, которого вы близко знаете или чуть подальше, для примера. И вот чтобы оценить, доверяете вы ему или нет, вообразите, что у вас есть чемодан с долларами, столь редкими теперь, да? И вам его по каким-то причинам нельзя дома хранить. И вот вам надо кому-то передать этот чемоданчик на хранение. И поверьте, вы очень всех своих знакомых гипотетически вот так очень четко разделите, кому вы этот чемоданчик дадите похоронить дома, а кому вы не дадите. И вот таким образом все окружающие вас люди разделятся ровно и строго на две категории. Никаких перебегающих, никаких средних вариантов там не будет. Этому дам похоронить чемоданчик, этому не дам. То есть вот этой группе вы доверяете, этой группе вы не доверяете. Все. Это к чему я говорю? К тому, что для нашей зрительницы, задающей вопрос, у меня пока плохие новости. То есть если люди ссорятся из-за, ну, не знаю, каких-то личных претензий, кто-то кого-то обозвал там, ну, обозвал, неважно там как, вот, обидно, досадно, но все-таки обтекли и сошлись, потому что вместе все равно веселее, да, а вот когда один у другого
деньги забрал, или в долг не дал, или еще хуже, долг не вернул, они уже не сойдутся, понимаете, да? Деньги это вот, ну что говорят, резаная бумага, например, или как сейчас для нас в основном это просто цифры, да, в онлайн-банке, цифры, просто какие-то нули, и все непонятно. Вот. А ведь на самом деле деньги это великая энергия, великий ресурс, и это мерило для всего, и мерило любви в том числе, понимаете? Ведь говорят же, что главный... Как понять, что есть любовь между двумя людьми или нет? Вот это, кстати, можете тоже под запись, и главное, не спорьте со мной. Принцип в любви, если есть любовь, принцип тут работает такой. Все, что мое, твое. То есть человек, который вас любит, если он это провозглашает или даже, ну пусть молчит, он вам отдаст все, материальное все деньги, последнюю рубашку с тела, перепишет на вас свою квартиру. То есть все, вот это любовь. Все, что мое, твое. Все, что не... Любые другие отношения, которые не укладываются в эту схему с переписыванием недвижимости, это не любовь, друзья. Нет, это все что угодно. Это выгода, взаимный интерес, похоть для кого-то. Но это не любовь, понимаете, да? То есть поэтому будем ли мы вместе с человеком, с которым мы недавно расстались из-за денег? Поэтому если вы расстались, если кто-то расстается из-за денег, мы можем предположить, что любви там уже точно нет, а может и не было прежде. Но посмотрим. Итак, зритель Dream. Будете ли вы с этим человеком вместе, с которым... Может, вам вернуть уже ему просто эти деньги, так и вопрос закроется сразу сам собой. 3 карты, как всегда. 1, 2, 3. Смотрите, 2 короля. Вообще здесь выпадает 7 мечей, король мечей и король пентаклей. Король пентаклей говорит, что да, действительно, деньги здесь очень большое имеют значение. И вся эта история из-за денег. То есть вы не ошибаетесь. Деньги это ключевое. Причем мужчина. Король это же, понимаете, мужской персонаж. То есть... Интерес здесь есть мужской такой, к деньгам. Король мечей говорит о том, что мужчина этот зол из-за происходящего. И 7 мечей, карта лжи и неискренности здесь выпадает. Боюсь, что да, все-таки у меня плохие новости. Я не вижу вас парой. Карты вас не называют парой, не говорят, что вы будете вместе. Они описывают мужчину, про которого вы как раз спрашиваете, и говорят, что он предпочтет деньги, понимаете? То есть он предпочтет свой материальный интерес. Он зол и корыстен, и он очень-очень не хочет быть искренним, и, скорее всего, не хочет быть вместе, объединяться. А может быть, не хотел прежде. Поэтому я бы сказала, что вам лучше, чтобы лучше разобраться с текущей ситуацией, с будущим, заглянуть немножко, сделать экскурс в прошлое, такую ретроспекцию. Как вы оказались вместе, что вас связывало. Вот. И поэтому пока нет. Карты говорят, что мужчина остается и очень осознанно, и намеренно остается при своем материальном интересе, а вместе вас нет. Дальше вопрос совсем... Кстати, я хочу сказать, что... Да нет, ничего не хочу сказать. Я хотела только сказать, что деньги — универсальный критерий для измерения. Ну, вы понимаете, доверие, любви. Не только про романтику, когда мы говорим, но для дружбы, для всего остального. Для родственных отношений это вообще самое оно. Вот. Анаис спрашивает: с удовольствием смотрю ваши видео. Спасибо за рубрику «Вопросы и ответы». Решила задать вам тоже свой вопрос. Моя дорогая единственная подруга перестала со мной общаться. В последнее время отвечает на сообщения через раз.
на встречу, мне ее не выманить. Боюсь звонить, думаю, что не возьмет трубку. У нее сегодня день рождения, 13 марта. Я уже не знаю, поздравлять мне ее или нет. Может, все уже бессмысленно. Спросите, пожалуйста, у карт, по какой причине она перестала со мной общаться. Можно ли мне как-то исправить ситуацию или уже поздно? И стоит постараться отпустить человека. Дальше автор здесь свой день рождения сообщает. И есть постскриптум, интересный, очень интересный в этом письме. У моей мамы точно такая же ситуация. Ее единственная подруга перестала с ней общаться. Мы обе, я и мама, смотрим ваш канал. Очень надеюсь, что вы не обойдете мой вопрос стороной, так как, ответив на него, сможете дать подсказку нам обеим. Ох, я очень много на эту тему могу рассказать. Вот про эти истории, в которых один человек прекращает общаться с другим. Ну, то есть это 4-часовая лекция. Но применительно к вашему вопросу, Анаис, первый вопрос. Понимаете, свой тяжелый характер, контролирующий адский характер, вы выдаете нам уже в этом письме. Чем? Многим. Ну, в частности, вот этой фразой. Послушайте. Вот вслушайтесь и сами просто пресеките, оцените себя. Или уже поздно, и стоит постараться отпустить человека. Вот скажите мне, откуда эти трудности у вас? Отпустить человека. Что значит постараться отпустить человека? Что это за глагол вообще? Я так часто его слышу, мне столько. Даже в письмах присылают вот подобных вопросов. Или мне уже отпустить человека? Что это значит? Вы в каких-то временах рабовладельческих, что ли, задержались? Почему вы думаете, что вы имеете право или власть, или какой-то выбор кого-то отпускать или не отпускать? Понимаете? То есть вы должны, когда вы дружите, вы должны дружбу, вот эти отношения строить на очень партнерских, уважительных и равных началах. Вы должны изначально, начиная дружбу, понимать, что рядом с вами свободный человек, который по своему усмотрению выбирает, общаться с вами или нет. Сегодня общаюсь, а завтра не хочу. Времена рабовладения давно прошли, вы не в курсе. Сейчас у нас никто никого не держит. И вопрос не стоит, что значит отпустить человека. Она не должна вас отпрашиваться, понимаете? Абсолютно не обязана. Поэтому вот этот вот стяжающий, контролирующий характер ваш просматривается в этом письме. Не только здесь. Потом вот, понимаете, вы описываете подробно ситуацию, и я вам как психологу расскажу, да? Потом вот это вот отвечает на сообщение через раз. Через раз. Это значит, что вы посылаете ей сообщение, она на него не отвечает, да? Вы посылаете второе, и она уже на него отвечает. Ну, через раз это так получается. Но вы знаете, что по правилам этикета, вообще переписка, в том числе современная переписка в интернете, в мессенджерах, все равно имеет определенные правила. Так вот, по правилам переписки, если вы послали кому-то письмо, и вам не ответили, вы не можете слать второе этому же адресату, понимаете? Это уже нарушение границ. Вот так. Ну, если вы не судебный пристав, конечно. Вот. А у вас получается, что вы систематически подругу достаете, что ли, если нам здесь обходиться литературным языком, пишите сообщение, она не отвечает, вы следующее, ей деваться некуда, вы ей выкручиваете руки, она кое-как там отвечает, потом опять пишете и так далее. То есть, понимаете, вы проявляете самое настоящее, ну, насилие, это называется насилие, то есть вы сильно заступаете за границы другого человека, вот. И вот много раз подумайте все-таки, что вы вкладываете для себя вот в это слово «отпустить человека». То есть у вас есть иллюзия какая-то, что она вот на цепи, что ли, у вас, и вы можете эту цепь, там, этот карабинчик отцепить, и вот она побежит, ваша подруга. Не знаю, здесь очень все... Ну, я уже, наверное, говорила, да, много раз постоянные зрители знают, что если кто-то прекращает отношения с кем-то, я всегда на стороне того, кто прекратил. Потому что я знаю, что жертва
в этой истории это именно тот, кто прекратил отношения, а не тот, с кем прекратили, понимаете? Просто ведете себя некорректно, делаете что-то недопустимое с точки зрения этого человека, или говорите что-то недопустимое, или не делаете то, что должны, понимаете, да? В любом случае, ваш оппонент, в данном случае подруга, считает ваши действия некорректными по отношению к себе, и она имеет полное право с вами не общаться после этого. Все. Вот так. Но для того, чтобы получше разобраться в проблеме, я открыла, раз уж есть дата рождения, я открыла гороскопы автора, это Анаис, и подруги. Имени мы не знаем. Про Анаис я хочу сказать, что 24 января вы родились. Тяжеловатенький гороскоп. Несмотря на то, что Солнце в Водолее, у вас Меркурий с Венерой в Козероге и почти все высшие планеты в Козероге. Причем Венера в Козероге ретроградная, в очень большом градусе. Вы тяжелый человек и очень-очень сложно признаете авторитеты. То есть игнорируете авторитеты. Вы добрая, но очень нелояльная и очень мало компромиссности в характере, поэтому, наверное, подруга-то единственная, понимаете? Тут еще такой один вопрос. Да? Моя дорогая единственная подруга. Почему у вас единственная подруга? Почему она единственная? Это же тоже, да? Если бы у вас их было там, хотя бы 7 штучек, может, вам потеря одной не была бы такой ощутимой. А она единственная, я знаю почему. Потому что у вас вот такой вот тяжелый гороскоп, понимаете? Очень тяжело вам кого-то признать для себя авторитетом. Вот вы одного человека выбрали, признали. Но ваша подруга, которая родилась 13 марта, тоже заслуживает внимания, тоже не так, кем кажется. Вы обе шкатулочки с секретом, потому что ваши подруги Солнце-то в Рыбах, а Меркурий с Венерой в Овне, и Юпитер тоже огненный. То есть ваша подруга очень непоследовательный человек, максимально непоследовательный человек. Это для вас отличные новости. Знаете почему? Это значит, что она все может передумать. Вот абсолютно все может передумать. У таких людей, у которых вот вода с огнем мешаются так активно в гороскопе, не бывает все насовсем, не бывает ничего навечно. Она не принимает решения. Она принимает решения импульсивные, очень спонтанные, например, решение с вами больше не общаться. Но у нее совершенно не хватает последовательности этому решению следовать. Поэтому вы можете вполне, я думаю, рассчитывать на то, что ваша подруга однажды передумает, и вы будете благополучно с ней общаться. Благополучно. То есть она вот такая. Она может быть очень-очень разной. Непоследовательный человек, шаг вперед, два назад. Поэтому, возможно, все в этом случае. Если бы у него был другой гороскоп, я бы сказала другой. Вот. О чем вы не договорились, я тоже могу предположить, потому что у вас у обеих проблемный очень Юпитер, битый, как говорят, ретроградный Юпитер у вас в Раке, у нее во Льве. Вы обе по-своему добрые девочки, но ужасно самолюбивые и ранимые. Понимаете, да? И в вашем случае, вот в такой паре, в таком комплекте, здесь это как соревнование, как на Олимпийских играх. Кто кого вперед обидит, понимаете? Просто у вас так сложилось, что вы ее обидели раньше, и она от вас ушла. Но у вас такое сочетание, такая пара, что она, если бы чуть-чуть по-другому обстоятельства распорядились, то вы бы обиделись на нее, и вы бы точно так же игнорировали ее сообщения, понимаете? У вас очень особенные обеих гороскопы, и вы, кстати, именно из-за этого оказались вместе. Да. Зацепились недостатками, я это называю. Люди не только же и не столько по достоинствам друг друга выбирают, сколько по недостаткам объединяются. И что скажут карты? Вы вопросов задаете много. Почему с вами подруга перестала общаться? Мы не будем про это спрашивать.
Можно ли вам как-то исправить ситуацию? То есть карты должны нам дать советы. Раз, два, три. Тройка кубков, двойка жезлов и шестерка мечей вам достаются. Ну что ж, ничего сильно драматического, тем более трагического не произошло. Я не вижу здесь прямо вот решительных негативных чувств абсолютно к вам. Похоже, что ваша подруга скорее, вот двойка жезлов ее характеризует, здесь центральная карта. Ваша подруга скорее сейчас думает. Она ушла в себя. Ей нужно что-то оценить, может быть, даже не связанное с вами, а связанное с собой и с собственной жизнью. То есть она просто сейчас как бы в домике лично к вам, вероятно, особых претензий даже не имеет. Вот подумайте о том, что, может быть, вы по невниманию даже не заметили, что ваша подруга просто переживает собственный внутренний жизненный кризис. И она не только вам не отвечает, она всем остальным не отвечает. Понимаете, человек в кризисе, у человека что-то меняется в жизни, и ей просто не до общения. А вы можете просто из-за невнимательности этого не понимать, а вы эгоистично жаждете общения, отвечай мне, ходи на встречи. Она может в депрессии, лежит дома, и совершенно ей не до кого. Вот. Тройка кубков говорит, что отношения между вами не испортились насовсем, абсолютно даже. То есть праздник, все, что вас прежде объединяло, и какое-то доверие, и радостные такие эмоции, может быть, и третьи лица, знакомые для вас с обеих сторон, все осталось на своих местах, все подлежит восстановлению. И шестерка мечей здесь есть. Это хорошо, она говорит, вы найдете выход из ситуации. Вернее, не вы, правильнее так. Из этой ситуации найдется выход, и ситуация эта прекратится. Поэтому вы будете, да, вы будете дальше общаться, поводов вам на совсем расставаться абсолютно нету. Но я не думаю, что вам надо прилагать прям какие-то активные усилия. Почему? Вам не надо прилагать активные усилия спасать ситуацию, потому что вы не знаете, что делать. И вы, скорее всего, все только испортите, усугубите ситуацию. Поэтому доверьтесь судьбе. Доверьтесь судьбе. Вы будете вынуждены. Может быть, это не то, что вы ждали, но вы будете вынуждены снова общаться с вашей подругой. Или она будет вынуждена общаться с вами. И этот кризис между вами разрешится. Дальше Юлия Филиппова спрашивает. Я работаю в финансовой сфере, но все чаще у меня возникает желание стать регрессологом, гипнотерапевтом по методу Долорес Кэннон, чтобы больше развивать мою душу и помогать людям. Моя натальная карта водно-огненная, почти поровну. И у меня довольно сильные экстрасенсорные способности, которые могут мне в этом помогать. В связи с этим у меня вопрос к вашим картам Таро. Правильно ли я чувствую, что мне нужно заниматься регрессологией? Получается ли у меня это и мой ли это путь? Тоже для Юлии 3 карты. А вообще в целом хочу сказать, что это, конечно, тема очень звучит, ну так, пространно, да, и сомнительно, но действительно есть такое направление. Я, правда, считала, что оно называется регрессия, да, по-моему, регрессия, да. Это когда людей через гипноз, через погружение в гипнотическое состояние специальные операторы заставляют вспоминать прошлые жизни. Вот. И по отзывам это бывает очень полезно. По крайней мере, так лечат депрессию, так людям помогают сориентироваться некоторым с профессией. Но для Юлии Филипповой 3 карты. Получится ли у Юлии заниматься регрессологией по методу Долорес Кэннон? Раз, 3 карты. 2 и 3. Вам достается здесь карта Дурак, карта Маг и Королева Кубков. Ну надо же, Юлия, как вы угадали.
И карты буквально в один голос говорят, что это, да, это не только достижимо для вас, но уже очень близко и даже необходимо. Видите, карта Шут, нулевой аркан, описывает для вас начало нового пути. Несколько рискованного, принципиально нового, иного, но решайтесь. Чем быстрее вы решитесь, чем больше храбрости и безрассудства в этом решении проявите, тем быстрее достигнете этой цели. Карта Шут советует вам обязательно решиться заняться регрессологией и не оглядываться назад, не бояться менять жизнь в таком смысле. Карта Маг. Маг – это волшебник. И эта карта говорит, да, вы не заблуждаетесь и не обольщаетесь, у вас действительно есть экстрасенсорные способности, есть вот эта магическая сила в руках и вообще все ресурсы для того, чтобы заниматься таким необычным и энергозатратным вообще-то ремеслом. Вот. И королева кубков, она здесь уже описывает, буквально вас. Она говорит, что на этом пути вас ждет добро, доброта в сердце, и вас ждет очень большой эмоциональный комфорт. То есть вы мир в душе обретете, занявшись регрессологией. Поэтому, да, мы вас благословляем и просим, занимайтесь, и будете нас потом лечить, излечивать. Дальше вопрос не к картам, ко мне, но я иногда рассказывала про это, но иногда можно повториться. Танюша, если я правильно читаю, спрашивает, извините, возможно, это некорректно, но очень было бы интересно узнать, как вы оказались в Болгарии и как быстро вы смогли интегрироваться. Заранее благодарю вас. В Болгарии я оказалась совершенно случайно и думала, что ненадолго. И сейчас все время думаю, что ненадолго. Я приехала сюда отдыхать как турист на месяц и подумала, почему бы мне здесь не задержаться чуть-чуть надольше. Сначала я решила, что мне надо на полгода задержаться. Потом как-то обстоятельства так сложились. Я обросла таким обширным хозяйством и зоопарком, что уже не было возможности через полгода уехать. И я осталась еще на подольше. Я не планирую в Болгарии проживать всю жизнь. Постоянно думаю о том, куда бы мне еще сорваться. Была уверена до недавнего времени, что следующей точкой для жизни у меня будет Украина. Я уже буквально видела себя в каких-нибудь дорогих апартаментах на Крещатике. Вот. Хотела после Болгарии пожить в Украине. Но теперь, понимаете, с известными событиями, я думаю, что с российским паспортом там туда не пустят никого в течение ближайших 30-50 лет. Вот. А по поводу интегрироваться, знаете, я вообще здесь не интегрируюсь, потому что физически я нахожусь на территории Болгарии, а живу я на самом деле в интернете. Поэтому интеграции, в общем, никакой у меня не происходит. Вся моя интеграция – это контакты с кассиром в супермаркете или с ветеринарным врачом. У меня есть здесь несколько знакомых людей, близких знакомых, это надежные люди, которых я люблю и доверяю. У меня эти знакомства случились в связи с кошками, я занимаюсь здесь уличными животными, лечу, кормлю и так далее. И вот я дружу с людьми, которые тоже это делают. Поэтому интеграция моя очень поверхностная. А интеграция в другой стране все-таки предполагает и работу, и общение на языке. Язык при всем желании я эффективно учить не могу, потому что у меня нет общения с носителями, вернее, общение есть, но носители болгарского языка разговаривают со мной все поголовно на русском, они все знают русский язык, поэтому никак меня не развивают. Но я, конечно, могу говорить на болгарском языке и понимаю его. Дальше. D.R. Знаю, что много таких вопросов, но очень прошу вас сделать расклад на ближайший год. Встречу ли я любимого человека? Да, действительно универсальный вопрос, который многие задают и подходит всем. А то я уже отчаялась, кажется, останусь вообще одна. Дорогая DR, вы родились
в 97 году, вы нам так написали. Вы очень молодая, ну то есть вы совершенно юная, вам рано бояться остаться одной, сильно рано бояться. Ну 97-й год, то есть вы дитя, понимаете, у вас вся жизнь впереди, или как Алла Пугачева говорит, твой парень еще не родился. А я сейчас, почему этот вопрос интересен нам? Потому что он универсальный, наверное, очень многие им задаются. Поэтому я сейчас вам всем предлагаю, девочки, женщины, присоединяйтесь к этому вопросу, если вы тоже планируете в ближайшем году встретить любимого человека. И тогда ответ для одной конкретной зрительницы станет и ответом для вас. То есть, если вы смотрите это видео, вы присоединяетесь к этому гаданию, и таким образом мы что делаем, кстати? Вот как вы думаете, с энергетической, с эзотерической, метафизической точки зрения, что мы делаем, когда присоединяем несколько людей к одному вопросу? Правильно, мы все подключаемся к одному эгрегору. Эгрегор — это, понимаете, такой как бы энергетический котел, в котором варево из энергии, из желаний многих-многих людей. То есть, вот, например, есть эгрегоры религиозные, да, эгрегор христианства, который это громадный котел, в который заливаются ожидания, надежды, чувства, мысли миллионов людей за тысячи лет, да. Вот. Но я думаю, что вот этот котел под названием «Выйду ли я замуж», да, или «Встретить любимого человека», он не меньше, чем котел христианства, потому что, ну тоже, сколько, наверное, человек осознает себя, древние женщины 10 тысяч лет назад вот, осознали себя впервые, вдруг стали мыслить осознанно, да, и у них начались вот такие желания, это тоже встретить любимого человека, и это тоже миллионы людей, это тоже тысячи лет. Поэтому мы давайте подключаемся коллективно к вот этому сильному эгрегору, и, естественно, нам будет так легче свои желания исполнять коллективной энергией. Кстати, интересный разговор тоже, да, нужно на какой-то программе поговорить про именно вот про эгрегора и подключение. Ну, посмотрим. Я гадаю ДР, вы можете тоже карты спросить про это же. А в течение года встреча с любимым человеком. Столько людей я привлекла, да, задать этот вопрос. А вдруг сейчас карта скажет категорическое нет? Тогда как будто бы ответственность на меня прям вся падает. Раз, два, три. Да, в общем, можно сказать, что и да, шестерка мечей, карта солнца и двойка жезлов вам тут выпадает. Встреча очень даже вероятна. Единственное, что, может быть, портрета нет конкретной мужской фигуры, чтобы мы там в красках это все описали, но нам это не нужно. Шестерка мечей говорит о неизбежных, предположенных прямо вот судьбой переменах в вашей жизни. То есть в вашей личной жизни ничто не останется так, как теперь. Ничто не останется на своих местах. Шестерка мечей — это такая дорога. Иногда не вовремя, иногда по ощущениям не туда. Но тем не менее это перемены, к которым вот сама жизнь подталкивает. Мне кажется, кстати, для замужества или даже для начала любовной истории очень-очень многим женщинам нужна та самая шестерка мечей, потому что это для тех, кто сам не решается. Если вы боитесь, очень многие же боятся просто начинать отношения. Это интимофобия, по-моему, называется болезнь. Поэтому скорее так. Хотите вы того или нет, это любовь, эти перемены романтические придут в вашу жизнь, могут показаться внеплановыми, какими-то странными, но тем не менее принесут вам счастье, потому что здесь есть карта
солнце, большая энергия, то есть будете счастливы от этих перемен, хотя и вряд ли вы планировали это, именно это. А вы знаете, что вот эти две карты, шестерка мечей и карта солнца, вместе описывает вам дальнюю дорогу в теплые края, в теплое место, в какое-то. То есть это и подсказка для вас, чтобы встретить любимого человека, вам надо что-то очень сильно в жизни изменить в сторону тепла и в сторону света. Значение карты может быть самым прикладным, то есть действительно дорога на Мальдивы, например. Ну, где тепло, жарко? По сезону в разных местах может быть. То есть это дорога в жаркое место. Вот. Либо вы можете поменять работу на более... Ну, какие еще перемены? Либо географические, либо работы. Место жительства можно еще поменять. Переехали в более теплое место и встретили там любовь, встретили любимого человека. Из Красноярского края, например, переехали в Краснодарский край. Это будет считаться, это переезд в более теплые места. Вот. Или поменяли работу на более теплую. Связано, вот просто работали вы в какой-то отрасли транспорт, поменяли работу, перешли в сферу энергетики. И это тоже будет считаться, потому что это тепло, понимаете, да? То есть тут карты говорят, что в вашей жизни так сильно что-то поменяется, что вы неизбежно столкнетесь носик к носику с этой самой своей любовью и с этой самой личной жизнью. Вот. Но это и подсказка. Вы стремитесь к переменам. Переехать, поехать, пересесть в другое кресло. Это все тоже вас приведет неизбежно к личной жизни. А двойка жезлов вот в таком соседстве, она многое может, такая карта хамелеон, многое может означать. Она здесь обозначает победу, вашу победу и возможность для вас очень зафиксировать или законтролировать ситуацию. То есть, видите, эта личная жизнь начинается у вас вроде бы не по вашему плану, как-то спонтанно, а потом вы как будто бы, ну вот лошадь понесла, а вы только потом берете и хватаете ее за усы. Поэтому мы отвечаем да на ваш вопрос. Встретите вы любимого человека. Ну, раз портрета нет, значит, наверное, портрет не важен. Или карты не хотят, чтобы вы сильно придирались к внешности парней, идущих навстречу. Вот, да, встретите. Но если хотите, вот здесь на двойке жезлов изображен один человек. Может быть, кстати, любая ведь карта Таро используется как характеристика личности тоже, на самом деле. Мы же вот когда спрашиваем, тоже мне задают вопрос, посмотрите, что вот этот вот мой знакомый, что он за человек, что он из себя представляет. Я тоже достаю карту и говорю, вот он такой-то, такой-то. Поэтому эта двойка жезлов, это тоже может быть портретом. Кстати, хороший портрет. Человек рассудительный, властный, очень сдержанный. Вот, и довольно деятельный. А зачем я карту вам так близко держу? Здесь в этой колоде очень прорисованы персонажи, лица, видите, как прорисованы. И вот мне очень нравится, вот этот вот парень, видите, молодой, богато одетый. Это важно. Таро всегда важно. Видите, на шестерке мечей все плохо одеты. Плохо. А на двойке жезла всегда все хорошо одеты. Следующий вопрос. Вот я его прочитаю для примера, потому что я вот не понимаю вопросы, когда вот их так задают. Вот, ну, не знаю, Татьяна Войкина пишет: спасибо за ваш труд. Тоже вопрос от Тельца, классика жанра, да? Смотрите. Я ушла с любимой работы по собственной глупости. Хорошо, что вы признаете. Очень много хлебнула и поняла. Никак теперь не могу вернуться. Брала аскезу, не выходит. Спросите, пожалуйста, карты, сбудется ли мое желание и мой день рождения 4 мая. Татьяна, вот первый вопрос. Прошу прощения, я, возможно, не понимаю, какое ваше желание. То есть сбудется ли ваше желание, какое. Я так поняла из текста, что вернуться на прежнюю работу. Если вы хотите вернуться на прежнюю работу, я еще раз вас, как всегда, уговариваю
этого не делать и даже не желать. Возвращаться никуда не нужно категорически. Это всегда самый-самый провальный путь. Потому что если вы вернетесь на прежнюю работу, и мы даже вам сейчас нагадаем, да, наколдуем, магическими пассами мы вам наколдуем возвращение на прежнюю работу, вы все равно на ней надолго не останетесь. Вы с ней уйдете довольно быстро и значительно с большими расстройствами и потерями, чем уходили в первый раз. Вот. Не надо. Не знаю, почему тельцы оказываются настолько инертными, почему тельцов все время, как маньяков, тянет на место преступления, тельцов все время тянет на старую работу или в старые отношения. Такая инертность прямо удивительно идет. Но все-таки для Татьяны Вуйкиной карты отвечают тоже 3 карты. Сбудется ли ваше желание, вернетесь ли вы на прежнюю работу? Ни в коем случае не ходите. Ну или хотя бы напишите нам в комментариях или мне прям на почту письмом. Напишите, как вы быстренько оттуда снова ушли, снова по глупости. И неизвестно, в чем глупость, в том, что ушли или в том, что вернулись. Вот. Ничего хорошего не выйдет, гарантирую, просто поверьте мне. Я столько вижу человеческих историй, и про возвращение тоже. 1, 2, 3. Выпадают вам тут 9 пентаклей, 8 мечей, ой, жезлов, простите, и 3 мечей. Знаете, карты, по-моему, продолжают мой текст. То, что я только что сказала, верхний абзац. Смотрите, СМ абзац выше. Вот с одной стороны есть 9 пентаклей. Такая стабильная и статичная карта. Она говорит, что эта ситуация сейчас, вот вашим возвращением, невозвращением, очень стабильная, статичная. Знаете, такая непробиваемая. То есть это не... нет коридора, нет лазейки, что ли, для того, чтобы вы вернулись туда, либо передумали вернуться туда. Здесь абсолютная статика. 9 пентаклей, кстати, здесь описывает и ваше упрямство. А с другой стороны, есть 8 жезлов, карта случайного и скорого везения. Она уже, в свою очередь, говорит, что если вы будете ждать, стоять на своем все-таки, на этом желании, то однажды этот коридорчик откроется, и вам случайно повезет. Это будет всего 1 день. Это будет всего лишь 1 шанс получить желаемое, вернуться на прежнюю работу. Но этот шанс обязательно будет. То есть 8 говорит, что вам в этом повезет. Ну, то есть высшие силы хотят вас одарить, исполнить ваше желание. Поэтому да, желание ваше даже исполнится. Однако дальше, смотрите, 3 мечей, она называется «Старые печали». Она уже говорит и на сегодняшний день, вам сейчас говорит, что ваши кручины никому не нужны. То есть то, что вы печалитесь о прежней работе, это уже давно пора выкинуть и об этом забыть. Но эта карта еще и дает проекцию на будущее. Она говорит, что то же самое слово в слово, что я сказала только что да, вам повезет вернуться на прежнюю работу, но это старые печали и все гадости, из-за которых вы прежде уволились, вернутся, оживут и навалятся на вас со страшной силой. И вы очень скоро поймете, и что это было обманное желание. А откуда берется желание куда-то вернуться? Как вы думаете, на работу тоже? Вы думаете, что вам там было хорошо? Нет. Это, знаете, желание очень такое инстинктивное, простое, человеческое, понятное, взять реванш. Понимаете, мы все склонны брать реванш. Нам всем надо отыграться. Вот это желание отыграться. И 3 мечей говорит, что старые печали, связанные с этой старой работой, никуда не делись, и они вас догонят и не дадут вам покоя. Поэтому сами смотрите, но повести похоже, что повезет. Я благодарю вас, друзья, за ваше внимание. Прошу вас присылать вопросы и комментарии.
вопросов у меня даже выписанных на сегодня осталось много. Наверное, мне нужно будет вторую часть сделать этой программы. И увидимся